Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. События будущего. Что ждет? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, что же ждет, что нам расскажут карты на этот период для вашего знака зодиака. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не может служить основанием для принятия важных решений. Но как альтернативный вариант – поразмышлять определенно стоит. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И у нас сегодня две колоды. Давайте вот на первой колоде я хочу достать 3 карты. И что же ждет узнать, кто или что спешит в вашу жизнь. Могут быть метаморфозы, особенно в начале июля. И это связано с тем, что планета Уран переходит, правда, на время в знак зодиака Близнецы. На время, поскольку она потом сделает небольшой реверанс в знак зодиака Телец, где пробыла 7 лет, и завершит все то, что там уже было, может быть, и перевернуто, перестроено, переиначено как-то по-новому, да? Но уже в апреле 2026 года окончательно поселится в Близнецах, и мы уже сейчас чувствуем вот эти инновации или трансформацию. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? У нас пока 10 дней, декада мы рассматриваем. С чем это будет связано? Может быть, это и новость, или конкретный человек. Так, и на второй колоде. А что же случится, что произойдет? Давайте узнаем. Как связаны эти события? Или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения? А может быть, и смелые решения. Что случится, что произойдет, как это видят карты, какие энергии они нам хотят подсказать. И продолжим. В чем вы поставили точку? А, кстати, некоторое дежавю может быть. Так вот, в чем вы поставили точку, а оказалась запятая или многоточие, вроде как нужно к этому вернуться. И к чему это все идет? Что будет меняться с первых дней июля? И посмотрим энергии по основным сферам жизни. Сфера достижений. Это и работа, это и бизнес, это и учеба, это и документы. Сфера финансов, опять же энергии, любовь и личная жизнь. Так что же или кто же там спешит? Ну, я не могу сказать, что тут что-то новое, двойка жезлов. Это хорошо забытое старое, скорее всего. И поэтому в эти 10 дней вы можете что-то переделывать, реструктурировать. Или с учетом Урана вы можете слышать некоторые новости, которые по знакомому вам уже вопросу или делу. Но для вас это будет доброе время, потому что вы можете что-то, ну как, или улучшить, или укрепить, или если вы, допустим, сомневались, да, двойка жезлов, вот не могли принять какое-то одно вот решение. Есть два варианта, а вы раздумывали. Вот, видимо, что-то будет проясняться именно в начале июля, когда вы будете знать свои приоритеты. Или куда потратить, да, собственную энергию, собственные ресурсы, как правильно расставить эти приоритеты. Но, повторюсь, это не есть, что буквально там что-то врывается в вашу жизнь или какая-то неожиданность. Может быть, мои дорогие львы, это вы сами хотите с чем-то определиться. Все же двойка жезлов, больше статики, больше наблюдений. И я должна сказать, что да, энергия июля, да не только июля, а, пожалуй, всего лета, это соединение Сатурна и Нептуна, как раз нас и призывают не торопиться с чем-то. Почему? Сатурн, мы знаем, что это планета порядка, это законодатели порядка, может быть, какого-то уклада. Это своеобразные шаблоны, да, когда вот нужно так, не нужно эдак. То есть, если мы говорим о Сатурне, значит, центральное слово – это как действительно порядок. А если мы говорим о Нептуне, никакого порядка. Это наш внутренний мир, это где-то мир иллюзий или того, что мы бы хотели осуществить. И вот это сложное соединение может для нас, тут важно не торопиться, именно адаптироваться к тому, что мы имеем. Ну, а поначалу, что мы там имеем, нужно правильно проанализировать. Потому что могут быть такие, знаете, некоторые иллюзии с позиции настойчивости. Когда мы сами
Ну, словно вот так упираемся в какую-то идею, и вроде как подсказки есть, у нас что-то не идет, тормозится, а мы вот с маниакальным упорством думаем, что это правильно. Помните, что на все лето вот это соединение нам создает некоторые ошибки. Может быть, вы будете с чем-то разбираться. Ну вот не сглупить, наверное, все же есть смысл. Вот все то, что я сказала, вовремя, наверное, напомнила об этом соединении. Не торопитесь, мои дорогие. Для вас открывается время, как жизнь с чистого листа. Нравится нам это или нет. Ну и правда, для вас открывается и даже по планетарным транзитам прекрасное время. Но ведь надо разобраться, куда пойду, на что соглашусь, а на что точно не соглашусь. Может быть, оставлю какой-то нейтралитет, но уже какая-то тема мне не интересна. Вы важный выбор будете делать. И этот выбор, он не совсем где-то, знаете, как снаружи приходит или от каких-то будет зависеть, может быть, предложений. Они будут, это безусловно, но они строятся на том, что уже случилось или произошло. Просто события, они продолжают развиваться. А те механизмы, как механизм истории или предыдущих, опять же, событий, которые уже случились, произошли, они выстроили какую-то парадигму свою, и нам на какой-то период прежний это было еще непонятно, как это будет работать в дальнейшем. Так вот этот порядок, как какой-то даже мироуклад, он все равно, маховик истории, набирает темп. Но пока поначалу пока это все придет в какую-то систему или в движение. Но это еще первые шаги. И поэтому для вас, мои дорогие, осторожные шаги. Не торопитесь, правда, с места в карьер. Потому что, с одной стороны, это карта хорошего настроения. Поэтому что спешит? Тут может и новые люди приходить в вашу жизнь. Тогда не торопитесь с оценками. Могут быть такие метаморфозы, когда тот, о ком мы думали, или он у нас создал такое приятное впечатление, нам кажется, что, ну да, этот человек достоин внимания или достоин доверия, а там еще пройдет какой-то период, так вот в этом будущем мы еще, скорее всего, что-то будем корректировать, как и наши отношения. Отношения я не имею в виду личную жизнь, а взаимодействие с людьми, взаимодействие в целом в обществе или в социуме. Но и с другой стороны, может быть, наоборот. Нам кто-то может не понравиться попросту или вызывать какой-то, ну, неприязнь, скажем. Но кто знает, может быть, это окажется очень надежный человек. Не торопитесь, мои дорогие, с выводами, потому что здесь, как и новые энергии идут, новые люди идут. Но пока что от этого всего ждать? А Бог его знает. Вот двойка жезлов как раз об этом. Храните себя. Но вот, наверное, шаг за шагом искусство мелких шагов вам помогает не совершить ошибки. Будущее, оно уже практически вошло в вашу жизнь. Но пока непонятно, что за этим следует, во что это все разовьется, будь то отношения или какая-то рабочая ситуация, которая там тоже добавила сумбура с учетом планетарных транзитов, которые уже опять же произошли. И две карты, которые о начале вам говорят, или выходе из какого-то тупикового положения. Или вот как по этим двум жезлов, представьте себе, вот есть два жезла, да, будем говорить, а вы словно между них ходите от одного к другому. Вот есть какая-то тема, когда, ну, пока непонятно, но тем не менее, все постепенно отстраивается. Если это у нас нулевой аркан, то туз Пентаклей, шикарная, кстати, карта помощи, как высших сил, возможностей, помощи ангелов, поддержки. Так вот, к единице мы переходим. То есть какой-то жизненный этап. Это начало всех начал. Это и возможность в плане финансов исправить свое положение. Где-то, может быть, и по личной жизни. Начало, нулевой аркан, но это старший аркан. И здесь любая сфера жизни может проиграться. А может быть, в целом даже для вас, когда все сферы жизни взаимосвязаны, но это как новая история лично ваша, мои дорогие, с достижениями, желаниями, обновленными планами, идеями, мечтами. Ну, вообще, вот такая перезагрузка может быть в начале июля. Так что же случится и произойдет? Двойка. Ну, вот, наверное, все то, что я уже сказала, ну, обдумайте как-то, переложите, мои дорогие львы, львицы,
Как это может откликаться в вашей душе, в ваших сердцах, что вы хотите осуществить? Но я говорила, Сатурн и Нептун, да, создают некоторую иллюзорность, это на все лето. А Солнце– шикарная карта выбора правильного направления, причем она нам дает определенную дистанцию, это где-то месяцев 6-8, да, вот, наверное, пока окончательно Уран не поселится в Близнецах, и пусть он даже с ноября месяца вернется в Телец, а Телец– это благополучие, значит, у вас где-то, начиная с конца ноября, ну, плюс-минус, мы ведь все разные, и вплоть до 27 апреля у вас будет возможность что-то переиграть. Или, если вы видите, что есть что-то ценное, вами неучтенное, или вами как-то по-другому воспринимаемое прежде, то вы можете это словно вернуть в свою жизнь. Или как-то, опять же, договориться, или пересмотреть какие-то соглашения, контракты. То есть, ну вот будет еще вариант для маневра. Но для этого нужно не поддаться эго. Вот не настаивать на своем, потому что Солнце– это еще прообраз нашего эго. Вот, наверное, вот тот Сатурн, ну так отчасти, да, условно говоря, как порядок или как мы привыкли думать, что вот именно так правильно, по-другому это неправильно. Соединение Нептуна и Сатурна могут нас, ну, где-то, знаете, подталкивать к некоторым конфронтациям, когда мы становимся непримиримыми. Вот вам, чтобы это не помешало. А для вас, посмотрите, по Солнцу шикарный период быть счастливым. И как будто в сторону счастья и нужно идти. Не время хандрить. И, кстати, карта Солнца, старший тоже аркан, придает силы, энергии. Ну, вот такой замечательный период. Для вас июль вообще должен быть очень добрым временем, как и по части личной жизни, так и по сферам ваших достижений. Какая-то перезагрузка, причем положительная, должна произойти. Но будет многое зависеть от того, как вы сумеете провзаимодействовать с тем, что у вас есть на данный период времени. Что, ну, возможности определенно будут. Что же случится или произойдет? Королева Пентаклей– это может быть такой надежный человек, может быть, это ваши близкие, потому что часто по Королеве Пентаклей просто даже мы, не привязываясь к гороскопу, хотя, может, у кого-то и конкретно есть человек, как родственник или добрый друг, по Королеве Пентаклей это у нас Телец, Дева, Козерог, ну, или, может быть, даже асцендент, кстати, может быть, и у вас даже, но это та, которая из любого хаоса может создать порядок. Но, тем не менее, если где-то есть совпадение, да, вы можете, допустим, именно в первую декаду июля узнать какую-то новость, либо вот о таком человеке, близком, знакомом, родственнике, что это у него тоже какая-то перезагрузка. И значит, мои дорогие, это каким-то образом может влиять на вас тоже. И тут у каждого по-своему. Ну, может быть, из какого-то хаоса, и вы будете создавать порядок, потому что очень плодовито. Энергия этой карты, она похожа на карту императрицы. Это как прелюдия. И королева Пентаклей много работает, поэтому где-то и вам, может быть, придется много работать. Я это допускаю. Но для чего? А у нее есть какая-то задумка, как своя мечта. Благодаря именно своей настойчивости и трудолюбию она сказку делает былью. Вот что-то такое у вас, по крайней мере, на уровне ощущений. Та обстановка, которая есть ваш план или ваша идея. Не пустые там «было бы неплохо». Нет, а это какая-то более конкретная мечта или задумка. И есть последующие действия. Вот если мы все эти три ипостаси соединим в одну, то у вас получится шедевры, мои дорогие, рядом карта Солнца, что случится. И в добрых все энергиях. Вот нет, в принципе, какой-то встряски. Но даже если по аркану нулевому шут, дурак, тут могут быть и какие-то люди непонятные, могут быть и какие-то предложения непонятно куда ведущие, или человек себя ведет. Ну, помним, наверное, мы контактируем с людьми, и мы никогда не знаем, что там стоит за человеком. Это первое. Второе, особенности психики человека, правда. И у многих, увы,
вот эта самая психика, она не совсем стабильна, поэтому то, что некоторые люди транслируют, это не есть так на самом деле, это их восприятие. Поэтому не поддаться чему-то восприятию, а быть реалистом. Но доброй энергии, мои дорогие, правда, что случится, произойдет, но какой-то праздник точно будет, солнце, праздник. И карта подтверждает все то, что я уже сказала. А если для кого-то был сложный выбор, иногда такое присутствует по этой карте, это может быть и личная жизнь, да, когда мы говорим третий лишний. Может быть, это для вас такой выбор, два партнера, а может быть, это вы находитесь в таком треугольнике, но то, что вы с этой ситуацией разберетесь, и все равно праздник будет. Нам не говорят, останетесь вы на 100% довольны или нет. Но я могу сказать, это, знаете, какой-то груз с вашей души точно упадет. И даже если придется от чего-то отказаться, вам это будет сделать очень легко. Вы, мои дорогие львы, просто скажете «нет», «ай, не надо», вот и все, махнете рукой и пойдете дальше. Вот такие добрые энергии для вас. Хорошо, какое тут дежавю. Ну вот, собственно, двойка пентаклей, да, действительно, из прошлого. Может быть, это вы, словно вот этот жонглер, который двумя пентаклями жонглирует, пытались какую-то ситуацию уладить, или вы просто балансировали. Непонятно было. Ни туда, ни то нет. Где-то я уже сказала по двойке жезлов, но теперь я могу предположить, что это финансовая какая-то история, ситуация или связанная с вашим творчеством, работой или с вашими контактами. Ну, это в конечном итоге тоже и финансы. То есть здесь не что-то экзальтированное или на уровне чувств. Тут нет, скорее всего, тут конкретная ситуация, когда мы куда-то вкладываем нашу энергию, силу, умение, знания, и потом получаем эквивалент. Вот правда, такой выбор у вас может быть. Но он, опять же, это не есть что-то новое, а это то, что хорошо забытое, старое. Давайте посмотрим. Но тут мы больше сохраняем, мы тут быстро не отказываемся, к чему все идет волшебно. Вот смотрите, 3 двойки. Вообще это всегда стабильность. А если у нас 3 карты, именно двойственные, да? Двойка жезлов, двойка пентаклей, двойка чаш. Если сложим, получим 6. У вас какая-то победа намечается в личной жизни. А вообще, я бы сказала, добрая энергия. Вот на весь период с 1 по 10 июля кто или что спешит в вашу жизнь? Счастье, радость, успех, мои дорогие, взаимопонимание. И если вы один или одна, не упустите это волшебное время, ну как и весь июль, потому что и солнце входит в ваш знак в июле месяце. Это уже на продолжительный период, это не с 1 по 10. Это еще и луна тоже в вашем знаке зодиака, мои дорогие. Это ваш месяц начинается. Пусть это с первых каких-то шагов. И пока еще и не луна, и не солнце в вашем знаке, но тем не менее вы уже чувствуете, может быть, словно кожей вот эти перемены, причем позитивные. Или в ваш адрес, мои дорогие львы, будет много внимания. Здесь ведь может быть много внимания, тут тоже надо быть так, знаете, внимательно осторожным к новым, может быть, людям или от старых людей к каким-то новым предложениям. Вам могут льстить, вот это тоже, но в целом это люди настроены вас услышать. Вами могут восхищаться. Вы можете быть в центре внимания в целом в июле месяце. Как будет меняться ваша жизнь? Да будет меняться. Мы уже с вами с первых карт об этом говорим. И 13-й старший аркан говорит еще и о той стороне нашей жизни, когда не просто что-то меняется, но что-то еще и трансформируется, завершается. Карта, да, трансформация. Это, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. А это мы сами уже не хотим оборачиваться назад. И в июле месяце вы словно расставляете свои приоритеты. Карта также дает совет не удерживать то, что пытается сейчас уйти, как из вашей жизни. Это уже не имеет смысла. Здесь есть смысл заниматься только тем, что воспитает, что служит для вас прогрессом, мои дорогие львы. И если
был раньше какой-то ваш даже шаблон действия, шаблон мыслей, то время отходить от этих шаблонов, потому что первая вот как раз декада июля, вхождение в Близнецы, пусть на время. Уран ломает все шаблоны, все стереотипы. И, видимо, для вас более так ярче подсвечиваются ситуации, вам становится определенно понятно, чем вы хотите заниматься, с кем вы хотите быть рядом, что следует продолжать, а в чем вы поставите точку, как я сказала, нет, да и не надо. Вот такая трансформация. Сфера ваших достижений, звезда. Вообще в колоде Таро две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца и карта Звезда. И поверьте, в принципе, кто смотрит долго мои расклады, явно уже это слышал. И вы согласитесь, что очень редко, когда обе карты выпадают в одном раскладе. Они вам выпали. И если дистанция, как я сказала, по Солнцу, 6-8 месяцев, полгода где-то активности такой напряженной, то звезда – это по Плутону лет 10-20. Вы не просто выбираете направление на какой-то период жизни более короткий, а он одновременно, вот этот какой-то важный выбор вам предстоит сделать. Он будет, этот выбор, касаться вашего более продолжительного периода жизни. Будьте внимательны, ведь аркан Звезда говорит: верь в себя, верь в свою мечту. Вот эта тоненькая невидимая как будто нить – это та звезда путеводная, чего мы хотим достичь. Это то качество жизни, к которому мы идем. И это через ваши достижения. Нет ничего невозможного. А я бы сказала, мечтайте больше. Чем больше намечтаете, тем больше исполнится. Правда? Вот такой волшебный период июля месяца. Но, может быть, своеобразная перезагрузка у вас начинается с 1 по 10. Доброй энергии. Финансы. Вот здесь самое главное себе думать позитивно, да, и не добавить каких-то негативных мыслей. 8 мечей, карты искаженного восприятия. Нам показана девушка, она просто вот в какой-то комнате, местности находится, да, но она смотрит вглубь себя. И словно вот зеркало, да, нам показывают, что она видит. А ей кажется темнота, мрак, вороны, да. И, кстати, вороны в этой колоде – это символ мудрости. И нам не, если мы смотрим на эту карту, с первого взгляда непонятно, что делают вороны. Не то они запутывают девушку, не то они ее пытаются распутать. Так вот, на самом-то деле нам может казаться, что это они путают. Я уже говорила, соединение Сатурна и Нептуна. Вот, видимо, на вас оказывает такое влияние. А ведь это голос мудрости, который, наоборот, пытается снять вот какие-то рамки, которые мы сами, невидимые, себя словно закрутили в какую-то ситуацию, сидим или ждем, или думаем, что вот должно быть так. Нет, реальность, она в другой плоскости, поэтому для начала открыть глаза и не устраивать себе глубокую философию на мелком месте. Все обстоит совершенно по-другому. Возможности у вас есть. Но кто-то может, пусть это даже на финансы, пусть у вас финансовая ситуация сложная, а тем не менее, тут надо не думать о том, что вот мне сейчас, вот да, вот я не знаю, вот даже вот эту фразу не стоит себе повторять. Нужно думать, а как? Какие я имею ресурсы, чем я располагаю, как я могу изменить свое положение или свою финансовую ситуацию, потому что варианты есть. Ну, все зависит от нас. Если мы смотрим вглубь себя, то и наше восприятие, оно искажает ту реальную картину, которая есть в действительности. Личная жизнь. Ну, по 7 мечей держи, наверное, глаза открытыми в первую очередь, да? Потому что называют картой вора. Поэтому на всякий случай любовь. Не обязательно, что нам про любовь говорят, а может быть, это какая-то, как ваша личная идея, может быть, ваше творчество или где-то достижение. Вот очень часто вот первая позиция и третья перекликаются. Это то, чего мы, по сути дела, хотим. И вот, кстати, когда мы вот так погружаемся, да, вглубь самого себя, мы не видим, это даже опасно где-то становится, мы не видим, что же происходит вокруг. И
Всякого рода сомнительные личности могут быть, и мы об этом с вами говорили, но мы ведь это не видим. Мы через свою призму восприятия воспринимаем. Но вот правда, будьте внимательны, понятно, к деньгам. Хоть нигде это не прописано, вот, да, значение карты, а тем не менее. Это предполагается, что мы можем что-то прошляпить. И опять же аркан дурак. Поэтому здесь нельзя быть во власти собственных предубеждений. Нельзя, может быть, отчасти новым людям даже, да, или каким-то новым ситуациям верить просто на словом или думать, что ага, вот это будет теперь развиваться так. Нет, тут самое время сомневаться отчасти, искать дополнительную информацию, себя страховать, изучать, может быть, даже что-то, если вы слабы, допустим, у нас сейчас набирает темп эпоха цифровых новых технологий, пожалуй, мы все не специалисты, за редким исключением, правда? И нам придется эту сферу тоже достаточно хорошо изучить, потому что это система взаиморасчетов, и мы где-то это по Урану в Близнецах как раз и ожидаем, что будет еще и стремительно развиваться. Только поспевай, да успевай поспевать. Поэтому будьте внимательны. Вы здесь не можете быть, знаете, ну как бы жить по наитию. Нет, здесь нужно постоянно, вот как критическим мышлением, оценивать, в какой ситуации вы находитесь, что говорят люди. Но это анализировать и перепроверять. Холодный ум нам помогает. А иногда эта карта будет говорить о том, что забрать свое. Поэтому свое не потерять, а может быть у кого-то и правда, все же мы все разные. Вопросы, споры какие-то. Значит, будет первый момент, когда вы можете договориться, если захотите, или дело требует того. Но и с другой стороны, вверху у нас 13-й аркан, вот какая-то путаница, неразбериха, она может завершиться. Недопонимание, кстати, тоже. Контакты, 3 двойки. Через взаимодействие с людьми, через нахождение информации, через откровенные разговоры. Для вас она как правда становится совершенно очевидно. И пусть мы с чем-то не согласны даже, да, но тогда для вас в эти 10 дней будет совершенно очевидно, стоит туда мне тратить силы, энергию или нет. Вот и такие вопросы тоже могут быть. Вы действительно тут словно все же выбор, он присутствует, и вы с чем-то определяетесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы и львицы, а я хочу вас поблагодарить за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.